Здравствуйте! Как и обещала, делаю мастер-класс по вот такому вот тюльпанчику. Я покажу, как я делаю их. Разберем с вами серединку, как правильно делать лепестки, изгибать их в нужном направлении, тонировать и, конечно же, собирать, чтобы они были такие вот подвижные. Начнем мы с серединки, с тычинок и пестика. Я намешала холодный фарфор с добавлением небольшого количества зефирной глины, для того, чтобы отбелить немножечко глину, и она при высыхании не становилась такой похожей на пластику, да, вот этот вот блеск пластичности. То есть зефирную мы обязательно немножечко добавляем. Также ствол уже с петелькой. И для тычинок 6 проволочек с петельками. Берем пожестче, можно 0,3 проволочку. Итак, наши тычинки состоят из 2 частей. И в общей сложности 2,5 сантиметра. То есть первая часть ножка 1 сантиметр, и сама тычинка чуть больше 1 сантиметра. С них и приступим. Работать мы будем не окрашенной глиной. Так легче будет создать красивые, мягкие и плавные переходы, необходимые оттенки. Поэтому берем чистую глину. Маленьким кусочком мы обтягиваем вот этот вот сантиметр. Обтянули. Сильно тоненько не старайтесь, у них достаточно такие широкие, и сплющили. Плоская она должна быть. Вот у этого вида тюльпанов серединка не крупная. В общей сложности это 2 сантиметра. А вот уже у попугайчатых тюльпанов она очень крупная, в 3 сантиметра, иногда даже в 3,5, и совершенно другие тычинки черные. Эти такие вот. Итак, еще раз, для тычинки обтянули небольшим количеством. Если получается длиннее, ничего страшного, мы это дело потом можем отщипнуть. Вот таким вот образом. После того, как они высохнут, мы делаем наши тычинки, вот эти вот крупные. Берем сантиметр почти нашу глину. То есть если в шарике это пол сантиметра, в капельке сантиметр. Продеваем. То тут буквально в основании чуть-чуть скругляем, сплющиваем, вытягивая форму, длинный треугольник такой. И обязательно делаем насечку по центру. То есть таким вот образом как бы разделяем. И обратно носик соединили. Вот она, тычиночка. Пусть она у нас сохнет. Для пестика мы берем глину
в диаметре 1 сантиметр. Из нее катаем капельку. Она получается у нас в 2 сантиметра. Проволока, чуть-чуть обмакиваем и в широкую сторону вставляем нашу петельку до середины. Можно немножечко опустить глинку и прокрутить. Тщательно поправляем форму. И теперь наш носик мы должны разделить на 3 части. Меньшую отщипнули и большую делим напополам. Нагибаем. Смотрите, их сплющиваем вот тут у основания вместе с вот этой вот частью боковой, чтобы дать определенное направление складочки. Прищипнули, опустили. То есть носик мы делаем очень острым. Берем теперь острый стек и сначала так вот эти вот части боковые посильнее прижимаем, вытягивая форму. Теперь острым стеком проводим по середине каждого бока. В центре сильнее. Берем вот таким вот образом нашу тычиночку и от центра проводим по середине линию. Одну. Вторую. И третью. В центре можно посильнее углубить. Если сильно у нас съехало, мы можем слегка подтянуть форму вот в этой вот части, вытянуть и поправить ее. И очень сильно закругляем наш пестик. И в таком положении даем полностью высохнуть. Для окрашивания тычинок и серединки нам понадобится желтая, зеленая и фиолетовый. Итак, у тычинок желтым цветом буквально чуть-чуть ствола и самый носик. И прокрутили, немножечко растушевали. Следом идет немножечко зеленый цвет снизу. И такой фиолетовый. Сначала наносим буквально легкими движениями и добавляем посильнее.
Нашу серединку мы окрашиваем теми же самыми оттенками. По бокам добавляем желтенького. Активненько делаем ребра желтым. Легкую растушевочку желтого цвета. Внутри вот в этой вот складочке проходимся зеленым цветом. Сначала активно прокрашиваем. Вытираем кисть. И опять же мягенько растушевываем. Внутри вот эти вот тычиночки наши, центр мы ставим фиолетовый и немножечко также в стороны растягиваем цвет. Этот же цвет мы кладем от центра вот сюда вот вдоль складочки, только чуть-чуть ее трогаем, более активно делаем. Желание можно по краешкам вот тут вот добавить тычинки. Но опять же повторяю, не у всех они есть. Буквально чуть-чуть смазываем. И опускаем. И несколько, чтобы в центре было. Буквально несколько. Сейчас заполняем сборку. Пока мы просто перекладываем, намечаем тычинки, в какую у нас буду сторону смотреть. Я специально начинаю крепить тейп-лентой ниже, чтобы по кругу подниматься. Итак, можно сначала установить вот эти вот тычинки между этими складочками. А потом по направлению самой широкой части. Тейп-лентой доводим до конца, пряча все наши проволочки. Еще раз распределяем, где-то оттягиваем.
основание. Тщательно проходим клеем. Фиксируем все наши тычинки. Такая вот серединка получается.